Нет, это просто, это вообще просто у меня, моя хронология в Ютубе. Для людей, для народу. А потом меня многие спрашивают, очень бы хотелось хотя бы, чтобы один клиент ваш рассказал про вас лично. И как бы все никак не, ну как бы все отказываются, потому что настолько личное, что, да, настолько личное, что как бы все говорят, ну как бы я не хочу, не так, не сяк. У меня на съемок, наверное, ну несколько есть, и то записи через, как его, ты, наверное, видел в Ютубе, вот, через я звоню, и там не видно человека, вот, поэтому, а сейчас все равно с тобой надо работать, закончить работу. Нас снимает. Здравствуйте, дорогие зрители, друзья, знакомые, те, кто смотрит мой YouTube канал. Это мой друг, лучший друг, один из лучших друзей и мой клиент. Так получилось, что сначала мы стали, он был моим клиентом, а уже после долгого общения мы стали вместе дружить, очень плотно общаться. Познакомьтесь, это мой друг. Сейчас он как раз приехал забирать свою работу. Я ему очень много в чем помогал, чем мог. Ну и как бы многие меня спрашивали, чтобы вживую увидеть моих клиентов и чтобы вживую кто-то рассказал про мою работу, узнал, как я работаю, есть ли вообще результаты от того, что я делаю, нет результата. И вообще, есть ли смысл ко мне обращаться или нет. Возможно, действительно, в некоторых случаях не имеет смысла ко мне обращаться, я вам честно скажу, потому что большинство, если касается любовной магии, большинство, там, процентов 30-40 клиентов, которые по поводу любви обращаются, это гордость, э, это не любовь партнера, а любовь себя и своих эмоций. И человек пытается не восстановить свои чувства, понять, в чем он не прав или в чем ошибка была тех отношений, а пытается свою гордость, скажем так, гордость, оскорбленное я, или превозобладать над человеком, который, скажем так, ушел или с которым не получились отношения. Вот. Всего в 50% случаев это действительно семейные долгие отношения, где есть дети, любовь, брак и какие-то проблемы случились. А 50% это все-таки гордость, а не любовь. Гордость, упертость и оскорбленное я, скажем так. Вот. Мы давным-давно уже познакомились с моим другом, начали долго общаться, общались, дружили, дружим уже не знаю сколько мы лет, 6 лет вместе уже. Сейчас мой друг заказал работу по бизнесу, называется работа защита бизнеса, бизнес-интересов, конкретно бизнеса в работе, в жизни, защита от конкурентов, от проблем, неприятностей, которые могут быть в жизни, в работе, от конкурентов, которые, естественно, когда тяжело на рынке, пытаются всячески плохими путями избавиться от компании, которая уже давно работает на рынке, и занять ее место. Чем меньше становится ресурсов, тем больше становится желающих на один и тот же ресурс. Правильно я говорю? Вот. И в данном случае мы приняли решение после долгого обсуждения сделать такой заговор есть на защиту бизнес-интересов, ну и просто защиту от неприятностей и проблем, которые могут быть в бизнесе. Есть такой заговор. Но про себя и про работу со мной расскажет мой лучший друг. Да, Георгий уже сказал, что мы знакомы достаточно давно, несколько лет.
Георгий мне помог в жизни. Как тебя зовут? Игорь меня зовут. Я бизнесмен, у меня небольшой бизнес. Соответственно, как бы я достаточно давно уже этим занимаюсь, более 25 лет. И как бы сейчас возникла необходимость помощи Георгия. Мы знакомы уже, я сказал, уже несколько лет, много лет, я считаю. Вот. Были разные ситуации у меня в жизни. Мне Георгий всегда приходил на помощь, помогал в разных вопросах, и в личной жизни, и по работе, и в семье, и, соответственно, со здоровьем. В общем, было много вопросов всяких. И всегда был очень хороший результат. Я очень доволен, что я имею такого друга. Можно сказать, я счастлив. Спасибо. Я прям не могу уже, да, без Георгия. Мне не хватает все время его общения с ним. Вот. Мне тоже приятно с тобой Когда общаться, я люблю тебя, друг. неделю, допустим, не звони, это самое, я начинаю скучать. Ну, как же так? Ну, хотя бы позвонить надо, да. Ну, загруженность, к сожалению, да. Да, вот. И я как бы, в качестве рекомендации я могу сказать однозначно, что человек знает свое дело, у него есть дар, он может, используя свою силу, помогать людям. И толк от этого есть, от этой работы, и однозначно есть. И, соответственно, как бы люди, которые сомневаются, я очень рекомендую этого мастера с большой буквы и специалиста в своей области. И я уверен, что он каждому человеку может помочь. Но как бы многое зависит еще и от заказчиков, так скажем, клиентов. Вот нужно просто четко выполнять все рекомендации и задания, можно так сказать, Георгия. Вот, поэтому, пожалуйста, очень рекомендую. Вот сегодня вот мы сделаем еще одну работу. Почему тебе потребовалась эта работа? Расскажи вкратце. Почему? Потому что Я пока, секундочку, я сейчас за сигаретками возьму, я курю, к сожалению, очень много. Не буду говорить, чем я занимаюсь. Да-да. Совершенно не важно, но как бы я Никому не важно. работаю, как бы, да, небольшой бизнес, стабильный, как бы мы делаем очень качественную работу в своей области. К нам обращаются клиенты, платят нам, как бы заказывают у нас услуги определенные. И мы живем. Я с моим коллективом, и, соответственно, все семьи, которые живут с этими моими менеджерами там, и так далее. Вот. И появилась, например, недавно, не так давно, полгода где-то назад, компания очень рьяно стала влезать. Я не знаю, каким образом она там оказалась, но влезать, и самое главное, ладно бы они там влезли, они бы что-то там свое принесли, да, а они просто слизывают, так вот, на сленге скажу, нашу концепцию, они даже слизывают наши программы, прайсы и типа обещают дешевле. Но они делают это, оболочка такая, типа, что то же самое, на самом деле, когда вот чуть-чуть так вот вскроешь, а там совершенно не то. Естественно, как бы, проще и поэтому чуть-чуть дешевле. Даже не в этом проблема, а проблема в том, что они для того, чтобы, типа, попытаться нас подвинуть, они начинают порочить наше имя. Мало того, они как бы клевещут, они, значит, это самое,
обманывают людей, да, и идут, ну, можно сказать так, по головам, да, не считаясь ни с чем, то есть идут себя очень непорядочно. Придумывают всякие Да, истории которых нет, не Да. было и никогда, и, соответственно, ложь. Для того, чтобы, ну, вызвать сомнения в нашу ситуацию и избавиться от этой менеджерихи, грубо говоря, она ушла, и у нее ничего хорошего в жизни потом не случилось, ну, не получилось. Вот она, ну, не впрок ей эти деньги пошли, короче. Вот. У нас бизнес быстро восстановился, то есть он не, как бы, не сломался. Ну, И мы быстро восполнили все это. да, грубо говоря, менеджериха вытащила почти всю сумму из компании заработка за год. По сути, ее действиями компания могла прийти в полный упадок. Да. Параллельно компанию параллельно мог партнер отнять компанию, часть компании. Да, да. Это все происходило одновременно. Да. Вот. И чем я помог? В итоге восстановилось все? Все восстановилось, да. Долги с долгами разобрались? Все полностью закрылось и пошла прибыль быстро очень. И когда самый тяжелый для бизнеса, которым занимается, самый тяжелый момент, когда был, когда ковид, пандемия, расскажи. Мы прошли это, я бы не сказал, что легко, но без потрясений. Мы прошли это ровно, стабильно и без всяких, ну, как многие на рынке, обанкротились, закрылись. У нас это миновало это все. Мы прошли, вышли ровно, гладко и опять с прибылью. Так что все нормально в работе. Также он мне помогал, Георгий, с личной жизнью, но мне бы не хотелось как бы, Не надо это, особо там это лично. это самое, да, как бы в этом вопросе Мгм. откровенничать, но я могу сказать, что я был очень удовлетворен его работой, и он увидел, как он вначале говорил касательно любовных дел, что, ну, по сути, он избавил меня от этого человека, и, соответственно, было, конечно, тяжеловато поначалу, Хотя но изначально ты обращался не для того, чтобы избавить наоборот, да, что Да. это самое. Но он имеет такой дар, что он видит это все. И потом это все на самом деле оно проявляется во всей красе. И ты понимаешь, что Георгий прав, и нужно делать так, как он говорит. И все становится на свои места, и происходит все очень хорошо. Вот. По здоровью, помню, я как-то заболел. Так, ну, он меня полечил, и все нормально, опять же. Мгм. Опять же, помог он мне там с восстановлением мужской силы. Кому интересно. Да. Ну и с братом я помогал, он умирал. Да. Брат у меня чуть не умер, да, был в реанимации, в коме 7 дней. Должен был умереть, да. Да, но благодаря Георгию он выжил, живет до сих пор. Это было 5 лет назад. Он Прилично время 7 дней находился, 7 суток в коме, в реанимации, и потом вышел. Он мне сразу сказал, я к нему обратился, он мне сразу сказал, что он будет несколько дней в коме, потом выйдет, потом будет жить. Вот, но он должен там делать то-то, то-то, то-то. Ну, брат поначалу делал то, что мы рекомендовали, а потом стал сопротивляться. И сейчас, ну, жив. Он, Мгм. не знаю, я надеюсь, он проживет подольше, но он серьезно очень болен. И как бы благодаря Георгию вот он Мгм. долго достаточно живет и работает. И пока нормально. Ну, это хорошо.
Что ты можешь вкратце рассказать? Имел смысл ко мне обращаться первый раз? Конечно. Ну, до меня ты обращался к кому-нибудь другому? Да, я обращался, я находил людей как там в интернете в основном, да, как бы. Мгм, И то есть меня обманули 3 раза. К 3 разам типа специалистам. Причем мгм, одна из них, я за год, так сказать, хождения к этой даме а, отнес ей очень большую сумму денег. Ну, каждый раз она просила такую-то сумму. И все больше и больше. И мгм, результата все нет и нет. А я как этот, как зазомбированный туда несу. Я понимаю, что что-то не то. Я сопротивляться не мог. Как бы вот такие вот бывают кадры. В итоге она убежала, она сейчас в Америке где-то скрывается. Вот она очень многих людей обманула, как оказалось. А потом вдруг я нашел, ну это, наверное, вот что-то свыше, какие-то силы. Сказали, вот иди туда. Я нашел Георгия и пришел, помню, и он стоит такой на улице, разговаривает по телефону, а я слышу голос этот. Я понимаю, что это именно он. Я вот до этого не слышал, мы списывались просто. Он, думаю, ну это точно. А потом думаю, может не он. Набрал, он закончил разговаривать, ну, смотрю, ну, молодой человек стоит, разговаривает по телефону. Я думаю, ну, он, не он, мне кажется, что он. Я прям чуть почувствовал это. И потом он закончил говорить, и я набираю его. И он снимает трубку. Я мгм, понимаю, что это он. мгм, И когда вот первый раз мы познакомились, и я вот мгм. рядом с ним находился тогда, то есть у меня прямо вот энергетически я вот почувствовал, что ну вот силу, да, я почувствовал силу и ту энергию, которая меня просто вот как бы обволокла снаружи. И, соответственно, я Мгм. вот больше я ни грамма, ни капельки не сомневался. Э, Вот столько лет ты со мной общался, ну, я, наверное, странный по сравнению с другими людьми в Ну, общении. да, Георгий другой человек. Это видно. Он другой, он необычный человек. Он такой, я даже не могу сказать. Но некоторые подумают, что он, да, действительно странный какой-то парень, удивительный. Там. Ну, как бы начинает общаться, скажет, он так это, интересно разговаривает, он так это самое ведет, и движения у него такие там, и так далее. Энергетика такая, да, как бы, ну, типа не от мира сего. Но он действительно не от этого мира. Поэтому он себя так и ведет. Но это нормально. Это все в порядке. Это никаких отклонений нет. Это все в норме. Я Хм. могу это сказать, потому что я имею соответствующее образование. Потому что некоторым покажется странный человек, а я могу сказать, что он совершенно абсолютно нормальный человек. Адекватный. Ну, нормальный, да, психически здоровый человек. Не, ну он, наверное, не до конца, наверное, с чем-то здоровый. Нет, ты здоровый, но у тебя есть определенная особенность. Понимаешь, вследствие твоего дара. Вот и Ну да, все. да, Потому что ты видишь мир по-другому. Ты ну да, по-другому его видишь и чувствуешь. Поэтому ты не можешь быть таким же, как обычный человек, спасибо. у которого нет таких способностей. И М. все.
Георгий все правильный материал. А вот это вот железное дерево, да, Угу. называется. Он в России его нет, он не растет. Это издалека очень привозят. Оно обладает магическими свойствами. Это дерево. Это уже доказано всеми, даже учеными, что это дерево необычное. Последний раз в твоей жизни. Георгий. Ты помнишь, да? Ну, потерпи. Ну больно. Потерпи. Будья, ай. Блин, промахнусь опять. Ну, Все. Второе надо. Все. Работаем. Да, столько раз, да? Ну, смотри, руки живые еще, значит, за столько лет. Это уже... Хва. Мгм. 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 С меня прям течет, как бы, потому что здесь жара, горит все, поэтому, ну и потом ты да, тратишь энергию. да, это много энергии трачу, и с меня вот тут очень жарко, поэтому с меня прям Ну течет. я-то не мокрый. Ну да. Это ты мокрый, потому что ты Да, работаешь. держи. Вот так вот. Мгм. Я-то сухой, Да. не жарко. Это соседи. Мгм. Мгм.
Ну, пока я тут еще работаю, многие спрашивают, почему я не даю стопроцентной гарантии. Бывает ли стопроцентная гарантия в магии? Как ты думаешь, почему я не даю стопроцентной гарантии? Ну, во-первых, это невозможно, а во-вторых, как бы все зависит еще и от клиента, скажем так, заказчика, как он себя ведет и правильно. Многие не выдерживают, да, у них не хватает терпения, я так думаю, да, Угу. и делают не то, что нужно. Я помню сам, я первый раз, когда это самое, у меня было ощущение, что время тянется. Вот он говорит, вот первый результат через недели 3-4. Вот ты спокойно живи, там, вот то-то, то-то делай и все. И жди. Ну так эти 4 недели кажется Годом. там 40 годами. Такое ощущение, что у тебя сутки проходят, а ты как бы год проживаешь. И когда же думаешь, оно закончится? И нужно просто терпеливо делать то, что нужно. Я думаю, что многие не выдерживают просто Угу. этого. Вот, поэтому, ну, как может быть так, в такой ситуации стопроцентной гарантии. Ну, а потом бывают разные, как бы, Угу. энергетики, видимо, Угу. и, соответственно, Ситуации. и ситуации разные. Когда И, приходится дольше работать или да, 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 да. намного. Вот, и бывает, что это они, да, нестандартные ситуации, как бы большинство, а какие-то другие. И, соответственно, ну вот результат однозначно будет. У некоторых он через полгода там появляется только. И у некоторых может быть и дольше, да, наверное. По-разному, да. Ну, самый максимальный вот это какого... Я думал, ну вот где-то самое максимальное у меня за 3 года, я вот отметил то, что у меня были записи, это год и 1 месяц. Но там просто был совсем неадекватный человек, и он какие-то неадекватные вещи делал. Вот. Но в итоге как бы... И он пропал, и только недавно появился и сказал, что он уже как бы давно получил все, просто не писал и не звонил. Мгм. Ну, как бы посчитал, что зачем, да? Да, Это вот, я же там заплатил, да, 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 наверное, да. так. Вот. Георгий, я думаю, то есть вот я говорил уже, да, что я это Мгм. четвертый мастер, который у меня брат, 3 до этого было, ну, по сути, обманщики, да. И один из показателей того, что они не общаются. То есть они что-то делают, а потом с ними не позвонить, не спросить. И вот всякие бывают в жизни ситуации, когда идет вот что-то, да, типа там, и тебе хочется, ну, вот ты правильно делаешь или нет, или что-то там, может быть, идет не так, как сказал мастер, скажем так, да. А ты не можешь быть в контакте с этим человеком. А с Георгием, пожалуйста, всегда контакт есть. Даже если он вдруг по какой-то причине не ответил, а, потому что занят, да, как бы, соответственно, он ответит все в любом случае. И обязательно будет и пояснение, и коррекция, если потребуется. Все будет нормально. Всегда он скажет, делай так и так далее. И я сам был свидетелем несколько раз, когда он общался с клиентами, со своими другими. Ну, просто я был рядом. Вот. И я видел, как это происходит. Он всегда внимательно и очень дотошно все выясняет. И, соответственно, он так потом ну, делает свое воздействие, соответственно, как бы в результате идет результат работы появляется, тот, который нужен. Так. Ну вот мы и закончили нашу работу. Уже закончил? Да. Ну так 1,5 месяца почти делали, больше. Да, 1,5 месяца была эта работа. Да.
Это остаток нужно было с тобой. Вот, да. Ну, я еще могу сказать, что я когда первый раз обратился, у меня было ощущение, что я вот очень долго жду, да, я уже повторяю, как бы оно никак не наступает. А на самом деле прошло-то там месяц или два. Мгм. Когда Георгий, в итоге у меня результат был, когда я сам на это пошел, когда нужно было прекратить эту работу, закончить, дабы не сделать, не нанести никому вред, потому что я сам стал это видеть. Он мне говорил, я говорю, нет, 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 это все будет Я не так. предлагал, что да, Да, он сразу говорил, ну не надо делать. не надо. Я говорю, да ты что, нет, надо, надо, надо. И в итоге, когда я видел уже, когда я сам уже, несмотря на помутнение в мозгах своих от этого всего, не от этого всего, а от взаимоотношений с этим человеком, я вдруг стал видеть, уже без всяких слов Георгия, я стал видеть то, что это самое. И от этого стало еще только хуже. И я прекратил это все дело. Но у меня было ощущение, вот эти а, 2 или 2,5 месяца, 3, наверное, максимум, да. У меня было ощущение, что я прожил жизнь на протяжении лет 20. Настолько это было насыщенное, ярко, и все это вот на глазах все это менялось. И как бы вот такое было ощущение и прожитой жизни, честно скажу. И, соответственно, благодаря Георгию я через это все прошел, и хорошо, что я остановил тогда тот процесс, а другие процессы, вот я был, вот после этого я делал все четко и очень-очень внимательно слушал Георгия, и все было прям вот идеально. Как он там сказал, так и получилось в итоге. Многие задаются себе вопросом, почему мои услуги стоят столько дорого, почему я так много денег беру за свою работу, и когда там многие обещают за 5, 10, 15 тысяч, чуть ли не там все и со стопроцентной гарантией. У тебя есть ответ на этот вопрос, зная столько лет У меня? меня есть ответ. Я могу сказать однозначно, что работа очень тяжелая, она требует больших затрат, материалы. Вот я не просто так сказал про это, вот этот вот столбик. Мгм. Он, это дерево растет очень далеко, в определенном месте на планете, и его доставить сюда очень дорого, это первое. Потом его обработать крайне тяжело физически, потому что оно не просто так называется железным. Его невозможно взять и отрубить ножом, топором. Топор сломается, а дерево нет. Вот, соответственно, это просто чисто физически тяжело, да? И, соответственно, это дорого. Это далеко, и сюда доставить это. Но это дерево обладает очень мощной энергией, и оно не просто так называется магическим. Вот, оно, как бы, кому интересно, может почитать, в интернете написано. Вот. Это помимо того, что стоимость материалов, которые используют Георгий, они все правильные и все настоящие. Это не какая-то не бутафория. Соответственно, как бы это стоит денег, плюс его работа, которая требует больших затрат энергии И времени. и времени. И, соответственно, еще плюс ко всему она обычно делается в ночное время. Это тоже, ну как бы это тоже имеет. Вот он сидит, он действительно, с него течет пот. С меня нет. Хотя я нахожусь в одной комнате рядом с ним, одна температура, одна влажность воздуха, все одинаково. Только я сухой, а он Мгм. мокрый. А мокрый потому, что он тратит энергии очень много.
она выделяется. Это чистая физика, да. Вот. Ну, когда вырабатывается энергия, Мгм. происходит Мгм. выделение Мгм. воды и, собственно, Мгм. углекислого газа. Да, Мгм. там, Мгм. вот. И все. Энергия тратится, потому что такой процесс Ну происходит вот у в его меня организме. спрашивают, еще такой частый вопрос задается. Ты просто часто ко мне приезжал, часто у меня бываешь, видишь, как я работаю, видишь людей, которые со мной там по 10, по 15 лет, которые мои клиенты. Мгм. Ну, ты входишь ко мне как к себе домой, ну, как бы, поэтому, ну, честно, он ко мне приезжает, это мой лучший друг, мы давно подружились, он видел моих клиентов и людей, которые меня знают по 10, и 15 лет, которые работают со мной. А, вот как ты считаешь, да, ну ты видел, как я работаю, почему я не делаю работу за один день, почему она не стоит, почему я не могу сделать за 15 минут и за бесплатно всем желающим, как... Потому что это невозможно сделать. Качественная работа не делается за 15 минут. Мгм. Ну, Да. какую бы работу, вот если просто люди, обыватели, да, мало знакомые с Мгм. такой практикой, да, для них это чудо какое-то, да, это непонятно, что это волшебство. Они не понимают, что на самом деле делается, да. Но если взять обычную работу, любую, женщине там приготовить вкусный обед, это требует много времени. Это не делается за 15 минут. За 15 минут можно пойти в супермаркет, купить замороженные котлеты и их пожарить. Ну, Вот это будет 15 минут. А если вы будете, дамы, готовить котлеты как положено, да еще чтобы они были вкусные, да, то мгм. на это нужно не меньше 2 часов. Вы это прекрасно все знаете. Вот и все. И какой-нибудь даже элементарный суп сварить. Все. Это вот так, чтобы было понятно, почему нормальная, правильная работа не делается быстро. Мгм. Вот. Любую работу, качественный ремонт в квартире сделать. Если чтобы не отваливалось обои, там, Мгм. не слезала краска, не это самое. То есть должна быть определенная технология. Все должно быть выдержано и выполнено в определенный промежуток времени, соблюдая определенные условия, температуру, там, и так далее. Здесь то же самое. И поэтому быстро работа не может быть сделана, она делается, и каждая работа требует определенных усилий и затрат, Определенный материал, да. да, материалов, и, соответственно, это делается, соответственно, есть определенный временной промежуток, Мгм. когда она делается. И как она делается, Как она делается. Да, да. я могу сказать, что однозначно, что правильная, качественная работа, ну, я такой очень примитивный, но очень такой доступный для всех пример привел, да. Мгм. Вот, приготовить те же самые котлеты, Ну да. например, да, как бы, Мгм. да, ну вот и все. Вот и понимаете, как хотите. Ну, а на этом мы скажем спасибо моему другу. А, Очень, очень было интересно. а я могу сказать спасибо, Георгий, за выполненную работу. Спасибо Я тебе. думаю, Мне уверен. было очень приятно, как ты меня обо мне рассказал. На А самом я деле, рассказал это абсолютно искренне, так что спасибо. от всего Ну, то есть, сердца. это, если честно, как бы мы не собирались снимать, мой друг даже не знал, что он будет, он приехал просто ко мне в гости и получить, то есть получить работу, которую, то есть он, правда же ты не знал, что Нет, нет, съемка нет, будет. он меня просто спросил, а можно я как бы Сниму, сниму, конец работы, и да. ты что-нибудь расскажешь? Я говорю, ну, пожалуйста, я не против. Вот. Поэтому всего хорошего, до свидания, смотрите нас. Всего доброго.